Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим 5 салатов из молодой капусты. Салаты все легкие в приготовлении и очень вкусные. Из этой подборки каждый сможет подобрать салат по своему вкусу. Первым приготовим очень вкусный и легкий салат с капустой и тунцом. Такое необычное сочетание ингредиентов дает просто потрясающий вкус. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты для салата. Мелко шинкуем пол-кочана молодой капусты. Нарезаем большой пучок петрушки. Вместо петрушки можно взять укроп или другую зелень, которая вам нравится. Мелко нарезаем небольшой пучок зеленого лука. 4 вареных яйца трем на крупной терке. Пять небольших огурцов сначала нарезаем пластинками, а затем брусочками. В миску кладем нашинкованную капусту, нарезанные огурцы, натертые яйца, измельченную петрушку, зеленый лук и одну 180-граммовую банку консервированного тунца. С него предварительно нужно слить жидкость и немного измельчить. Теперь приготовим заправку для салата. В отдельную мисочку насыпаем пол чайной ложки соли. Кладем 1 чайную ложку французской горчицы с зернами. Добавляем 1 столовую ложку яблочного уксуса. Перчим по вкусу. И наливаем 2-3 столовые ложки оливкового или другого растительного масла. Все хорошо перемешиваем, чтобы получился однородный соус. Также у меня на канале есть и другие рецепты салатов. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Приготовленным соусом заправляем салат и хорошо перемешиваем. Также салат можно заправить и по своему вкусу сметаной или майонезом. Салат с капустой и тунцом получился легким, очень вкусным и необычным. Готовится он просто и получается его много. Вторым приготовим салат с молодой капустой, огурцами и горошком. Салат очень простой в приготовлении и его хватит на большую компанию. Сначала подготовим все ингредиенты. Мелко шинкуем 400 грамм молодой капусты. Две свежие очищенные морковки общим весом около 200 грамм трем на крупной терке. Мелко измельчаем пучок укропа. По желанию можно использовать петрушку. 3 соленых огурца общим весом около 200 грамм нарезаем четверть кольцами. В большую миску кладем нашинкованную капусту. Нарезанные соленые огурцы. Тертую морковь. 1 400-граммовую банку консервированного горошка и измельченный укроп. Сюда же добавляем 2 зубчика чеснока через пресс. Все солим по вкусу и перчим. Добавляем 1 столовую ложку яблочного уксуса и примерно 2 столовые ложки оливкового или подсолнечного нерафинированного масла. Все перемешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с капустой, огурцами и горошком получился очень вкусным и легким. Готовится он быстро и несложно, обязательно его приготовьте. Третьим приготовим быстрый весенний салат за 5 минут. Такой салат получается очень вкусным, ароматным и к тому же очень просто готовится. Мелко шинкуем пол-кочана молодой весенней капусты. 1 большой огурец моем и нарезаем полукружочками. Измельчаем пучок зеленого лука. В миску кладем нарезанную капусту, огурец, 200 грамм консервированной кукурузы и нарезанный зеленый лук. Салат солим по вкусу, перчим и заправляем 2 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Также заправить салат можно сметаной или густым йогуртом. Весенний салат получился сочным, витаминным и очень вкусным. Готовится такой салат быстро и легко.
Четвертым приготовим салат из молодой капусты с оливками и зеленым горошком. Салат получается сочным, очень вкусным и необычным. Приготовить такой салат сможет каждый. Мелко шинкуем полкилограмма молодой капусты. Одну баночку зеленых оливок без косточки нарезаем колечками. Мелко режем небольшой пучок укропа. В миску кладем нашинкованную капусту, нарезанные оливки, банку консервированного горошка и порезанный укроп. Делаем заправку для салата. В миске смешиваем пол чайной ложки соли, 2 чайные ложки горчицы с зернами, ее можно заменить обычной горчицей, 1 чайную ложку меда, 2-3 столовых ложки нерафинированного растительного масла, 1-2 столовые ложки лимонного сока и черный молотый перец. Все хорошо перемешиваем. Приготовленной заправкой заправляем салат. Все хорошо перемешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получается по-весеннему свежий, легкий и ароматный. Такой салат отлично подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Обязательно его приготовьте. И пятым приготовим очень вкусный салат «Короли и капуста». Этот мясной салат с молодой капустой привлекает своей простотой, восхитительным вкусом и минимальным количеством ингредиентов. Примерно 400 грамм куриного филе моем и обсушиваем бумажным полотенцем. Ненужные пленки и жир нужно удалить. Филе с двух сторон перчим. Натираем солью и приправой для курицы. Подготовленное филе кладем на раскаленную сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на большом огне примерно по 1 минуте со всех сторон до золотистой корочки. Подсолнечное масло сливаем со сковороды, а в сковороду с мясом наливаем примерно 100 мл воды. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне еще 10 минут. Готовое мясо вынимаем на тарелку и даем ему немного остыть, чтобы можно было его взять в руки. А сковороду с соусом пока снимаем с огня. Немного остывшее филе нарезаем небольшой соломкой. Сковороду с соусом опять ставим на огонь и кладем нарезанное мясо. Куриное филе перемешиваем с соусом и тушим на небольшом огне, пока весь соус не впитается в мясо. Мелко шинкуем примерно полкилограмма молодой капусты. Режем зеленый лук. Мелко нарезаем небольшой пучок укропа. В миску кладем нашинкованную капусту, зеленый лук, укроп и приготовленное мясо. Готовим заправку для салата. Берем примерно пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку горчицы, 2-3 столовые ложки нерафинированного растительного масла и 1 чайную ложку 9% уксуса. Все перемешиваем. Приготовленную заправку выливаем в салат. Салат перемешиваем и подаем на стол. Салат получился очень вкусный, в нем отлично сочетается хрустящая молодая капуста, нежное ароматное мясо и пикантная заправка с горчицей. Такой салат можно приготовить как на каждый день, так и на праздничный стол. Если вам понравились такие рецепты салатов с молодой капустой, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.